Абу-Даби – это столица Объединенных Арабских Эмиратов и Эмирата Абу-Даби в частности. Политический, промышленный, торговый и культурный центр страны. В Абу-Даби находятся местные и федеральные правительственные учреждения, а также резиденция Высшего нефтяного совета. В городе проживает президент Объединенных Арабских Эмират, который является членом семьи Аль-Нахаян. Рассвет Абу-Даби начался в 1958 году, когда в окрестностях города были открыты первые нефтяные месторождения, а сейчас город входит в тройку самых дорогих городов Ближнего Востока. Это город контрастов и удивительных вещей. Например, на Гран-при в гонках Формулы-1 победители на пьедестале обливаются безалкогольным шампанским, а не обычным, так как ислам запрещает алкоголь. Многие эмирати по сей день называют город Абу-Заби, что переводится с арабского как «отец газели». Считается, что это название появилось из-за обилия газелей в этом районе и народной сказки, согласно которой арабы-охотники из оазиса преследовали газель. Газель долго петляла по пустыне, а затем вывела охотников на берег Персидского залива, бросилась в воду и вброд перешла на остров. Охотники последовали за ней, и газель привела их к источнику с пресной водой. В благодарность охотники не убили газель, а основали рядом с источником поселения и назвали отцом газели, что по-арабски сейчас уже звучит как Абу-Даби. Мы живем в Дубае, но, если честно, Абу-Даби, наверное, мы любим немножечко больше. Для меня он более культурный, душевный и, наверное, колоритный. К сожалению, многие отдыхающие обходят его стороной. И сегодня я постараюсь вас убедить в том, что он очень достоин вашего внимания. Абу-Даби – это не только столица и самый большой эмират, составляющий, кстати, 80% всей страны. Это нефтяная столица, имеющая основные запасы черного золота. И также это культурная столица с собственным Лувром. Это президентские дворцы и резиденции. Это более чем 200 островов, многие из которых доступны для посещения. Это белоснежная потрясающая мечеть шейха Заида. Это самые скоростные аттракционы в мире, развивающие скорость более 200 км в час. Это город будущего Масдар, шикарная набережная, робот-кафе, где вам приготовят вкусное мороженое. Абу-Даби – это уникальные мангровые парки со своей экосистемой, самые дорогие отели мира и сохранившиеся культурные ценности. И сегодня я постараюсь вам показать Абу-Даби нашими глазами, который, очень надеюсь, останется в вашем сердце. И, как обычно, мое личное мнение – туристические локации и малоизвестные места, места, которые не оправдывают ожидания и которые нужно обязательно посетить. Сегодня я вам постараюсь показать Абу-Даби немного не таким, как вы его привыкли видеть на экранах телевизоров. Как обычно, классные локации, много интересного и полезного. Ну что, поехали! Первое место, с которым я хочу вас познакомить, и оно будет в списке рекомендованных мной, это Last Exit. Это, скажем так, последняя точка цивилизации на выезде из Дубая перед Абу-Даби. Между Абу-Даби и Дубаем примерно расстояние в 1,5 часа. Так вот здесь вы можете размять ножки, сходить в туалет, развлечь детей, покушать, выпить кофе, заправить авто, тем более если вы счастливый обладатель электрокара. Мы часто заезжаем сюда, даже если просто едем в парке развлечений Dubai Parks, которые находятся на выезде из города. Здесь понравится как деткам, так и взрослым. Причем Last Exit располагается симметрично по обе стороны трассы, так что вы можете заехать к ним как на выезде в город, так и на въезде. Как видите, здесь очень ярко, колоритно и всегда мало людей. Также здесь есть площадка для игры в пейнтбол и много иных развлечений. Поверьте, здесь все продумано до мелочей, и даже туалет не оставит вас равнодушным.
Здесь даже можно платить штрафы, если, конечно, у вас таковые имеются. Поверьте, если вы даже не любители автомобилей, вестернов и всей этой темы, здесь вам все равно понравится. Следующие два места, которые я хочу вам показать, однозначно должны быть вам знакомы, ведь все ради них и приезжают в Абу-Даби. Это Белая мечеть шейха Заида и действующий президентский дворец. Оба эти места, конечно, в списке must see. Квас Аль-Ватан – это действующий президентский дворец и культурная достопримечательность, где любой желающий могут прикоснуться к истории и традициям Объединенных Арабских Эмиратов. Гости могут не только полюбоваться красотой дворца, который поистине шикарный, но и посмотреть выставки и экспозиции. Уверена, что это место оставит самый хороший отпечаток в вашем сердце, ведь, войдя во дворец, вы сразу оказываетесь в окружении великолепных интерьеров и просторных залов, которые отражают величие восточной культуры. Одно из наиболее впечатляющих мероприятий дворца – это зрелищное световое и музыкальное шоу Palace in Motion, рассказывающее историю Объединенных Арабских Эмиратов в 3 захватывающих актах. Шоу происходит перед главным входом в дворец каждый день, спустя полчаса после заката. Во дворце находится библиотека Аль-Ватан, а также Дом знаний, в которых любители культуры и истории, а также ученые могут воспользоваться широчайшей коллекцией книг, рукописей и других источников информации об развитии Объединенных Арабских Эмиратов. Входные билеты во дворец платные, на взрослого 65 дирхам и на ребенка 30. Шоу также оплачивается отдельно, 25 за взрослого и 12 за ребенка. Остров Абу-Даби, расположенный недалеко от материка в северо-восточной части Персидского залива, был необитаемым до середины 18 века. И нет ничего удивительного в том, что на территории самого крупного федерального округа Эмират древних сооружений нет. Чрезвычайно богатая и развитая столица страны однозначно нуждалась в здании, от одного вида которого у всех без исключения перехватывало бы дух, а аналогов не было бы в целом мире. Свое название мечеть шейх Заида получила неспроста. Инициатором уникального проекта был первый президент Эмират шейх Заид бин Султан Аль-Нахаян, человек, сыгравший немаловажную роль в истории своей страны. Ведь ему удалось объединить 6 независимых княжеств в одну страну, создав Федерацию Объединенные Арабские Эмираты. После этого он смог добиться независимости от Великобритании, а с помощью вырученных за нефть денег сделать из страны богатое и процветающее государство. В благодарность за его вклад в развитие страны, а в частности острова Абу-Даби и Эмирата Дубай, шейх, который не дожил до открытия храма каких-то 3 года, был похоронен с правой стороны мечети, а над его могилой со дня похорон сутки напролет служители без остановки читают Коран. На планирование и строительство одного из самых грандиозных сооружений Эмират ушло более 20 лет и более 500 миллионов долларов. Вначале было решено возвести мечеть шейх Заида в марокканском стиле, но уже в процессе строительства проект был несколько изменен. Были добавлены элементы арабского, персидского и мавританского направлений, а внешние стены храма были сделаны в классическом турецком стиле. Мечеть шейха имеет просторный, выложенный белыми мраморными плитами с крупным цветочным орнаментом внутренний двор. Он исполняет также и практическую функцию, немаловажную для жаркого местного климата. Его многочисленные колоннады, а их количество снаружи составляет более 1000 штук, формируют легкий прохладный ветерок. Влияют на охлаждение воздуха также бассейны и каналы, окружающие мечеть шейха. Водоемы размещены так, что в них во всей красе отражается живописный вид, а также они еще имеют и символическое значение, поскольку всем своим видом говорят о гостеприимстве местной культуры, дарящей путникам живительную влагу среди засушливых песков пустыни. Поскольку стены храма были облицованы плитами из белого македонского мрамора, днем мечеть переливается под солнечными лучами белым и золотистыми цветами, а ночью храм освещается подсветкой, которая изменяет свой цвет в зависимости от фазы луны, от белого до темно-синего.
По углам храма строители возвели 4 минарета, высота которых превышает 107 метров. В башне, расположенной с северной стороны, устроили библиотеку, в которой собрана огромная коллекция как современных, так и древних книг. А в центральном зале расположена ажурная деревянная кафедра для имама, инкрустированная драгоценным и белым золотом. А вот в залах мечети подвешено 7 люстр, украшенных сусальным золотом и кристаллами Сваровски австрийского производства. Главная люстра мечети оставалась самой большой в мире до 2010 года, когда в соседнем Катаре была установлена еще более крупная люстра. Но тем не менее она остается самой большой в мире люстрой, установленной в мечети. А ковер, разосланный на столь обширном пространстве, конечно, является самым большим ковром в мире, который воплотила в жизнь компания «Ковры Ирана». Вес этого ковра составляет 47 тонн, и над ним трудились приблизительно 1200 ткачей, и сюда его принесли специально на 4 самолетах. Учтите, что в Объединенных Арабских Эмиратах всего 2 мечети, которые можно посещать туристам. Одна из них находится в Дубае, а вторая – это мечеть шейха Заида. Посещение ее абсолютно бесплатно. Единственное, что здесь очень строгие ограничения по одежде. Но отсюда невозможно уйти без единой эмоции. Это отдельный кусочек мира, проникнув в который вы не останетесь прежними. Это место я вам однозначно рекомендую обязательно посетить. Следующее место, которое я вам покажу, я не могу отнести к списку обязательных для посещения. На мой взгляд, это очередной долгостройный мыльный пузырь Эмират. По сути, это проект города будущего, который в интернете выглядит вот так. Но на практике он абсолютно не развился за последние 10 лет и, как по мне, в начале своего пути выглядел даже лучше, чем сейчас. Мы здесь были повторно. Если честно, в надежде на то, что здесь что-то стало лучше. Но, увы, даже беспилотные такси, ради которых многие сюда приезжают, в этот день почему-то не работали. Супруг, например, постоянно ходил и возмущался, мол, что это за город будущего, в котором везде нужно ходить по ступенькам. Так же, как и, например, этот постоянный, довольно громкий гул от знаменитой трубы, которая гоняет прохладный воздух. Видимо, местные ребята уже к этому привыкли. Если честно, мы приехали сюда с целью дать этому городу повторный шанс, в надежде на то, что что-то поменялось в лучшую сторону. Возможно, нам просто не повезло. Те, кто был в этом месте и кому здесь понравилось, напишите, пожалуйста, в комментариях об этом. Как говорят авторы проекта, что если вас интересует тема устойчивого развития и защиты природы, то в этом городе вас ждет много удивительного. Масдар, строительство которого началось в далеком 2008 году, якобы воплотил в себе представление о городе будущего, стремясь стать мировым эталоном устойчивого экологического развития. Масдар своим примером показывает, как города могут приспосабливаться к растущим темпам урбанизации и при этом значительно сократить потребление энергии, воды и объемов отхода. Город сочетает в себе элементы древней арабской архитектурной традиции и современной технологии. В центре города находится гигантская ветряная башня, которая всасывает прохладный воздух и направляет его на улицы города. Этот прохладный ветерок делает улицы комфортными для прогулок даже под палящим летним солнцем. Авторы проекта заявляют, что Масдар целиком и полностью обеспечивается из возобновляемых источников энергии. Солнечные батареи на крышах зданий и одна из крупнейших фотоэлектрических установок на Ближнем Востоке непрерывно питают город. На самом же деле, город будущего встречает вас, как всегда, огромной стройкой вокруг, отсутствием нормальных указателей и проблемой с логистикой. Суперсити, супервью. На практике же супруга больше всего удивило отсутствие эскалаторов и любой вариации упрощения передвижения в районе будущего, а также наличие чудесных огромных мануальных дверей, которыми, очень надеюсь, что не закрывают город на ночь. Закрыли. Посещение города абсолютно бесплатное, парковка также.
А вот следующее место – мое самое любимое место в Абу-Даби. И для меня вот это город будущего. С открытием этого невероятного музея Абу-Даби стал играть важную роль в мировом искусстве, поэтому Лувр Абу-Даби – предмет гордости местных жителей. Легендарный Лувр стал первым мультикультурным музеем арабского мира, воплощающим дух свободного межкультурного обмена. Это настоящая сокровищница, расположенная в сердце культурного района острова Саадиат. Как я уже и говорила, на мой взгляд, вот это город будущего. Во-первых, потому что без прошлого невозможно узнать, что нас ждет впереди. А во-вторых, это то место, где все продумано до мелочей, и ты полностью погружаешься в иной мир и приходишь в себя только после того, как вышел из помещения на улицу. В сопоставлении опыта цивилизаций Лувр Абу-Даби демонстрирует общность человеческой культуры, над которой не властны географические границы и исторические условия. В стенах Лувра можно найти множество шедевров, и даже само здание выглядит как произведение искусства. А центральным элементом архитектурного сооружения стал огромный серебристый купол, который будто бы парит над музеем. Несмотря на кажущуюся легкость, купол весит порядка 7500 тонн, примерно столько же весит Эйфелевая башня в Париже. А структура купола вдохновлена характерными чертами арабской архитектурной традиции и состоит из более 7000 звезд разного диаметра, расположенных под разными углами на 8 уровнях. Лучи солнца проходят сквозь эту необычную структуру и падают в зал музея завораживающим световым дождем. А вы знали, что Абу-Даби заплатил $525 миллионов за то, чтобы музей ассоциировался с именем Лувра, и еще $747 миллионов в обмен на суды на искусство, специальные выставки и советы по управлению? Таким образом, парижский Лувр в лице агентства France Museums обязуется в течение 30 лет оказывать консультационные услуги, предоставлять в аренды предметы искусства и дать право до 2037 года использовать бренд Лувр. Все это обошлось создателя музея примерно в $1 миллиард. Музей показывает около 300 экспонатов из Лувра, центра Жоржа Помпиду и Версаля. А в 2004 было объявлено, что Лувр Абу-Даби арендует у французских музеев работы Да Винчи, автопортрет Ван Гога, произведения Клода Моне и многих иных известных авторов. Также в музее существуют тематические залы, где выставлены древности различных стран – Китая, Индии, Ирака, Конго и многие иные. И в музее представлены бок о бок религиозные предметы разных культур, такие как страницы Синего Корана, Йеменская Тора, готическая Библия. Музей называют первым в арабском мире универсальным музеем. Стоимость входного билета в Лувр стоит всего 63 дирхама, что, мне кажется, для такого места и для Абу-Даби супер бюджетно. Приобрести можно как на месте, так и онлайн. А так как Лувр находится в воде, вокруг него еще можно прокатиться на каяках. Стоимость билета 126 дирхам с человека. Вот эти билеты только приобретаются заранее и онлайн. На территории Лувра все продумано до мельчайших мелочей, вплоть до бесплатного аудиогида. В то время как правой ногой он попирает демона невежества. Левой рукой божество. Мне кажется, что Лувр нужно поставить на первое место посещаемых мест. Убедитесь в этом обязательно сами. А вот следующее место я вам покажу на примере местной рекламы, и думаю, что вы очень быстро догадаетесь, о чем идет речь. Ну конечно, это тематический парк Ferrari World.
На острове Яс находятся 3 легендарнейших популярных тематических парка. Первый – это Ferrari World, второй – это аквапарк Яс Waterfall и развлекательный парк Warner Brothers. Агентства в основном продают их парой, то есть можно выбрать 2 из 3 на выбор, и они прям все крутые. Мир Феррари – это самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Он, в свою очередь, славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире. Это Формула Росса, которая менее чем за 5 секунд развивает скорость в 240 км в час. В парке также есть музей-галерея автомобилей Ferrari, где представлены самые эксклюзивные, современные и ретро-модели. Весь парк построен в итальянском стиле 30-х годов, со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки. Вход в парк стоит порядка $100. Если вы берете парой, это обходится немножко дешевле. И учтите, что здесь всегда очень сильно работают кондиционеры. А вот следующая локация – одно из немногих природных мест Эмират. Это мангровые заросли. Помимо причудливых корней, особенностью мангровых деревьев является то, что их жизнь проходит в морской воде, насыщенной различными солями. Казалось бы, жить в такой среде абсолютно невозможно, но суровые условия обитания заставили мангры выработать особый механизм, позволяющий фильтровать поглощаемую влагу. И только 0,1% соли попадает внутрь клеток растения, но и она выделяется через расположенные на листьях железы, в результате чего на поверхности листовой пластины образуются белые кристаллы. Все знают о мангровых деревьях благодаря их причудливым корням, но также мало кто знает, что это вечно зеленые деревья. Их листья имеют яркий зеленый оттенок. Учитывая сложность добывания влаги, они стараются максимально сохранить ее, поэтому поверхность листовых пластин жесткая и кожистая. Кроме этого, они регулируют степень их открытия и в процессе газообмена фотосинтеза, а также при необходимости листья могут поворачиваться, чтобы минимизировать площадь контакта с яркими солнечными лучами. Итак, в Абу-Даби есть 2 точки доступа к мангровым паркам. Первая – это пешеходный мостик, а вторая локация – это с каяками. Заметьте, это 2 разных места с расположением примерно в 25 километрах друг от друга. Вход в парк с пешеходными мостиками стоит 15 дирхам. И здесь будет, конечно, не так все ярко и красочно, как на картинке, так как, к сожалению, листики деревьев покрыты песком и морской солью. Но все же, мне кажется, это прекрасное место для прогулок. Здесь есть 3 разных маршрута от 1 до 2 километров. А также здесь можно посмотреть на прекрасную флору и фауну в лице фиолетовых крабов, рыбок и различных птиц. В этот парк GPS может до сих пор показывать неправильную дорогу, и если вы промахнетесь, придется объезжать около 20 километров, поэтому я советую вам ориентироваться на дорожные знаки. А вот вторая локация, как я вам уже и говорила, это то место, где можно прокатиться на каяках или на моторной лодочке. Стоимость аренды стоит от 50 дирхам с человека. Следующие 2 локации и последние на сегодня – это чудесная набережная и территория возле торгового центра Марина Молл, где обязательно советую вам прогуляться. Здесь хороший вид, когда-то все-таки начнет работать колесо обозрения, можно прогуляться вдоль марины и приятно посидеть в тени пальм. А также от жары можно укрыться и отдохнуть в самом торговом центре, где вы можете перекусить, например, мороженым, которое вам приготовят роботы. В чудесном кафе Кока можно заказать себе мороженое различных вкусов, еще и с различными присыпками. 1 шарик стоит 20 дирхам, а 2 шарика уже 30. Стоимость присыпки 5. Расплачиваться здесь можно было только картой, а мороженое вам подадут в чудесной пиале. Ну разве не чудо? И,
как и обещала на сегодня, последнее место, недалеко от Марины Молл, это Heritage Village, деревня наследия. Heritage Village – это традиционно для арабских стран форма реконструкции своего прошлого. Наверное, в каждой арабской стране есть своя деревня наследия, и в каждом из Эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов она обязательно присутствует. Эта деревня показывает древний быт не только Эмирата Абу-Даби, но и всех климатических зон страны. Здесь в отдельных зонах можно посмотреть образ жизни жителей оазисов, побережья, гор. Создатели этой деревни наследия ставили целью показать древний быт именно всей страны, а не только одного региона. Это место я вам тоже рекомендую для обязательного посещения. Тем более, что здесь свободный вход, а также есть выход к морю. Здесь можно прекрасно увидеть, что труд и существование людей были немного иными, пока в Эмиратах не открыли нефтяные источники. В те времена все было проще, беднее и самобытнее. Народ занимался промыслами, добывал жемчуг на дне морском. Здесь можно воочию увидеть, как трудятся люди в настоящих мастерских, производя изделия из керамики, металла, прядут шерсть и занимаются ткачеством. Посмотреть, как местные умельцы изготавливают деревянные лодки доу, можно на местном корабельном дворике. И здесь же уже готовые большие суда находятся на воде. Я очень надеюсь, что мне удалось показать вам нежную душу Абу-Даби. Этот Эмират заслуженно является столицей. Ему есть чем вас удивить. Не обходите его стороной, и он навсегда останется в вашем сердце. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Переходите на канал, где я рассказываю о том, как мы живем в Эмиратах. И до встречи в новой локации. Пока-пока!